Когда охотник Бен увидел этого огромного медведя, его охватила радость. Он подумал, что сможет подстрелить его, а с таким количеством меха это принесет ему много денег. Как ни странно, он отказался стрелять в медведя. Бен решил дать медведю успокоительное и отвезти его к местному ветеринару на УЗИ. Когда ветеринар увидел результаты УЗИ, он немедленно позвонил в полицию. Бен не мог в это поверить. Как мог нелицензированный сомнительный ветеринар заявить на него в полицию? Единственная причина, по которой он привез медведя сюда, заключалась в том, что он знал, что этот ветеринар, как известно, держит язык за зубами за небольшую дополнительную плату. Он был готов наброситься на ветеринара и погасить свет, но ветеринар успокоил его, сказав, что не звонил в полицию, чтобы его арестовали. С медведем действительно что-то происходило, и он заметил это на УЗИ. Это животное не достигло таких размеров только из-за переедания или чего-то еще. Ветеринар никогда раньше не видел ничего подобного и сразу понял, что нужно привлечь полицию. И только когда прибыли полицейские, Бен начал понимать, в чем дело. Полиция не проявляла к нему никакого интереса. Их едва ли интересовало, как это животное попало сюда. Их интересовало только то, что им показали на УЗИ. Это было очень важное событие. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь и нажмите на колокольчик с уведомлениями, чтобы не пропустить наши новые истории. Бен, опытный охотник, никогда не встречал такого черного медведя, как этот. Он был огромным, почти неестественно большим, что вызвало у него чувство любопытства, а не обычное желание нажать на спусковой крючок. Он обнаружил, что не может выстрелить, чего с ним раньше никогда не случалось. Когда он смотрел на медведя издалека, в его голове роились вопросы. Могла ли медведица быть беременной? Но его теория была быстро опровергнута, когда он увидел очевидные признаки мужественности медведя. Значит, было что-то еще, что-то, чего он не мог объяснить в этом огромном существе. Решив последовать за медведем, Бен держался на безопасном расстоянии, хотя и был уверен, что медведь уже заметил его. Но медведя, похоже, совершенно не волновало присутствие Бена. Пока Бен следил за животным, он взвешивал возможные варианты. Он хотел следить за медведем не только из-за своего болезненного любопытства к его нездоровому ожирению. Но у Бена была совсем другая идея. Поскольку он никогда раньше не видел такого медведя, он предположил, что он может быть редким, и он знал некоторых людей, которые были бы готовы заплатить большие деньги за редкое животное. Бен точно знал, что не сможет справиться с этим в одиночку, но в этом не было необходимости. У него было много приятелей-охотников, которые, как он знал, были бы не прочь помочь ему, если бы у них было немного денег. И он быстро организовал групповой звонок, пока еще следил за медведем, и вместе они разработали план. 3 из них должны были приехать к Бену на грузовике, достаточно большом, чтобы перевезти большого медведя. Они также брали с собой набор дротиков с транквилизатором, с помощью которых можно было на некоторое время усыпить медведя. И пока Бен ждал, когда его друзья доберутся до него, ему посчастливилось увидеть, что медведь наконец-то нашел место для отдыха у входа в небольшую пещеру. Когда его друзья прибыли примерно через час со всем добром, медведь на самом деле спал. Им, конечно, все равно нужно было дать ему успокоительное, если они хотели перевести его, но, по крайней мере, они не могли промахнуться по беззащитному животному. Поэтому они быстро выпустили в животное 3 пули, что, конечно же, немедленно разбудило его. Оно очень сердито огляделось по сторонам, а когда его взгляд упал на Бена и его друзей, оно сразу же бросилось на них, к удивлению всей группы. Обычно одного такого удара должно быть достаточно, чтобы быстро усыпить любого из этих медведей, но, похоже, они не оказали никакого воздействия на это огромное животное. Все они бросились в рассыпную, но медведь полностью сосредоточил свое внимание на Бен. У него едва хватило времени подумать, но он решил быстро попытаться забраться на дерево. Бен вцепился в дерево, сердце его бешено колотилось. Внизу кружил разъяренный медведь.
Его массивная фигура казалась темной тенью на фоне лесной подстилки. Его мысли метались. Как простая охота превратилась в эту смертельную игру на выживание. Время, казалось, растянулось на целую вечность. Мышцы Бена болели от того, что он цеплялся за дерево, но он не осмеливался ослабить хватку. Его мысли обратились к друзьям, надежно спрятанным в грузовике. Грузовик. О чем они сейчас думали? Придут ли они к нему на помощь, или страх парализовал и их тоже? Лес вокруг него был полон жуткой тишины и случайного шелеста листьев. Наконец, презрительно фыркнув в последний раз, медведь неуклюже зашагал прочь, исчезнув в густом подлеске. Как только медведь скрылся из виду, Бен успокоил свои нервы, считая вдохи и выдохи, прежде чем осторожно начать спуск. Каждая ветка казалась ему спасательным кругом, и он почувствовал облегчение, когда его ноги наконец коснулись земли. Но он знал, что пока еще не в безопасности. Медведь мог вернуться, и он должен был добраться до грузовика. Приближаясь к грузовику быстрыми, но бесшумными шагами, он был встречен своими друзьями, на их лицах читалась смесь беспокойства и облегчения. «Что там произошло?» – спросил один из них. Бен покачал головой, пытаясь осознать произошедшее. «Все пошло не так, как планировалось», – пробормотал Бен, все еще переводя дыхание. Остальные кивнули в знак согласия. Лица у них были мрачные. Они недооценили стойкость медведя и поняли, что им нужен новый план. «Но мы не можем просто так сдаться». Один из друзей заявил, что его решимость очевидна. Они собрались вокруг карт, тщательно изучая различные тактические приемы, взвешивая осуществимость каждой идеи. Бен нарушил молчание, предложив, что, если мы не причиним ему вреда, просто запечатлим его. Его предложение удивило всех. Адреналин изменил его точку зрения. Медведь, по его мнению, был величественным существом, заслуживающим уважения. Это была не просто цель для охотников, но сама идея вызвала интерес, побудив их изменить свой план. Бен настаивал на том, что мы должны обеспечить безопасность медведя, и его вновь обретенное уважение руководило их мыслями. Как быстро они поняли, что им нужно снаряжение получше. После телефонного разговора они приобрели дротики с более сильным транквилизатором. Дротики были тщательно заряжены, и каждый из них выражал их надежду на успех плана. Ставки были высоки, и они не могли позволить себе никаких ошибок. Была выработана окончательная стратегия. Они должны были подойти к медведю с разных сторон, используя местность в своих интересах. «Мы должны входить и выходить быстро и бесшумно», инструктировал Бен, проявляя лидерство в условиях кризиса. Они тщательно продумали каждую деталь, начиная с возможной реакции медведя и заканчивая маршрутом их отхода. Зная о рисках, решение было принято. Пришло время действовать. Команда осторожно продвигалась по лесу, их сердца бешено колотились. Медведь мирно лежал, не подозревая об их присутствии. Бен жестом призвал к тишине, поскольку момент истины был близок. Заняв позицию, он прицелился, пистолет с транквилизатором отяжелел в его руках, и он почувствовал ответственность, которую нес. Дротик попал в цель. У команды вырвался общий вздох облегчения, когда они увидели реакцию медведя. Они наблюдали с безопасного расстояния, чтобы убедиться, что транквилизатор подействовал эффективно и гуманно. Было невероятно видеть, как могучее существо погружается в сон. Им это удалось, но их ответственность за благополучие медведя была превыше всего. Когда напряжение спало, начались тихие празднования. Человек, но смотрел на спящего медведя, испытывая глубокое чувство выполненного долга. Они достигли невозможного, но путешествие было еще далеко не закончено. Далее следовало продумать логистику транспортировки медведя. Таким образом, они оценили его размеры и тщательно спланировали, как безопасно его перевести.
«Нам нужно быть осторожными», – предупредил Бен, и вскоре они уже работали вместе, объединенные общей миссией. Поднять медведя было титаническим трудом. Каждый из участников кряхтел под его тяжестью. Медведь был тяжелым и неповоротливым. Они медленно продвигались вперед, на их лбах выступил пот. Сделав последний рывок, они погрузили медведя в грузовик, тяжело дыша и обмениваясь взглядами, полными усталости и удовлетворения. Затем они накрыли медведя большим брезентом, тщательно задрапировав его, чтобы не привлекать нежелательного внимания. Их движения были методичными, движимыми необходимостью защитить как себя, так и медведя. Двигатель грузовика заурчал, и пока они ехали по густому лесу, точность была решающей. Команда молчала, каждый ухаб и поворот напоминали об их драгоценном грузе. Выехав из леса, дорога стала более плавной, но Бен все время поглядывал в зеркало заднего вида, проверяя, на месте ли брезент. Остальные члены команды были погружены в свои мысли, размышляя об успехе своей миссии на данный момент. Но зная, что впереди их ждет настоящее испытание, они прибыли в уединенное место, где работал ветеринар, и осмотрели местность в поисках возможных свидетелей, готовясь к повторному перемещению медведя. Ветеринар, мужчина с проседью на лице, настороженно посмотрел на медведя. «Никогда не видел такого большого медведя», – пробормотал он. Любопытство взяло верх над его первоначальными колебаниями. Бен объяснил, почему они попросили сделать УЗИ, и ветеринар медленно кивнул. Его профессиональный интерес возрос. Было ясно, что это необычный осмотр. В импровизированном смотровом кабинете команда помогала ветеринару готовить оборудование. Медведь вальяжно лежал на полу, и в воздухе повисло предвкушение. Пока проводилось ультразвуковое исследование, ветеринар хмурил брови. Внезапно он остановился и прищурил глаза. Он сказал, что здесь есть что-то ненормальное. В его голосе прозвучало удивление. То, как на экране отображалась аномальная форма медведя, было скрытой тайной. Ветеринар отступил назад, на его лице отразилась смесь шока и недоверия. «Мне нужно позвонить», — резко сказал он, выходя из комнаты. Бен и его друзья обменялись обеспокоенными взглядами, гадая, что же увидел ветеринар. Атмосфера стала напряженной, пока они ждали дальнейших новостей. Несмотря на протесты Бена, ветеринар срочно связался с ним по телефону. «Нам нужны власти», – настаивал он, вызвав у Бена волну паники. Прибытие полиции могло все осложнить. Звук подъезжающих полицейских машин усилил напряжение. Полицейские вышли вперед с серьезными лицами, отчего сердце Бена учащенно забилось. А что, если их обвинят в браконьерстве или в чем-то похуже? Затем шагнул вперед, чтобы объяснить. «Мы нашли медведя в лесу», – начал он, но полицию, казалось, больше интересовал медведь, чем он сам. «Мы здесь из-за животного», – пояснил один из офицеров, ослабив опасения Бена по поводу ареста, но усилив его беспокойство. Что такого было в медведе, что привлекло внимание полиции? Собравшись вокруг аппарата УЗИ, полицейские пристально смотрели на экран. «Что вы обнаружили?» Один из них спросил ветеринара, который указал на аномалию. Заинтригованность офицера была очевидна, они не ожидали такого поворота событий. Зал наполнился чувством удивления и опасений, когда они размышляли о природе предмета внутри медведя. После недолгого обсуждения старший офицер объявил, что нам нужно продолжить расследование. Нам нужно будет провести процедуру расследования. Бен почувствовал смесь облегчения и тревоги. Хотя он был рад, что они не попали в беду, он беспокоился о том, что будет дальше. Путешествие медведя было далеко от завершения, и теперь они все были его частью. В маленькой комнате группа с тревогой ждала, пока полиция совещалась. В воздухе повисло напряжение, и каждый взгляд на медведя напоминал им о том, что на кону все стоит. Ветеринар, наконец, нарушил молчание. «Это искусственный объект», — сказал он, указывая на ультразвуковое изображение. Ребята наклонились к нему. Глаза их расширились от удивления. Как это попало внутрь медведя?
что это было на самом деле. Полицейские разделяли их недоумение. В их серьезном поведении сквозило любопытство. Любопытство Бена усилилось, сопровождаемое чувством неловкости, по мере того, как тайна, окружавшая предмет внутри медведя, становилась все более загадочной. Его друзья размышляли, выдвигая различные догадки и теории, их предвкушение росло. Группа была полна энтузиазма, но в то же время тревожилась, не зная, что им предстоит обнаружить. Готовясь к извлечению, ветеринар предупредил, что нам нужно быть предельно осторожными. Полицейские кивнули, понимая всю деликатность ситуации. Бен наблюдал за происходящим, чувствуя ответственность за благополучие медведя. Эта операция была не просто медицинской процедурой, а путешествием в неизведанное. Во время операции в комнате воцарилась тишина. Все внимание было приковано к медведю. Его ровное дыхание служило обнадеживающим напоминанием о его силе. Руки ветеринара двигались четко, и команда затаила дыхание, поскольку приближался момент истины. Когда руки ветеринара замерли, и он осторожно извлек предмет, он объявил, что это фотоаппарат. Это открытие было встречено с удивлением. Как фотоаппарат оказался внутри медведя? Зал гудел от вопросов, но один факт был очевиден. Это открытие стало ключом к пониманию тайны. Группу осенило, что, должно быть, из-за камеры медведь стал такого огромного размера. Облегчение смешалось с чувством вины. Неужели их действия непреднамеренно навредили медведю? Полицейские обменялись понимающими взглядами, осознавая важность ситуации. Это было необычное нарушение спокойствия дикой природы. Это было нечто гораздо более необычное. В наступившей тишине Бен и его друзья собрались вместе, чтобы обдумать последствия. «Что это значит для медведя?» – спросил один из них. И они задумались о влиянии своих действий на его здоровье. Первоначальный азарт охоты угас, уступив место чувству ответственности. Они отправились в погоню за прибылью, но теперь обнаружили, что вовлечены в более масштабную историю. Серьезность их первоначальной погони тяжело давила на Бена. Он понял, что их действия привели к непредвиденным последствиям, и это пробудило в нем моральный дух. Все они единодушно согласились с тем, что продажа медведя была немыслима. Пережитый опыт изменил их точку зрения, и теперь благополучие медведя стало для них приоритетом. Были быстро разработаны планы по возвращению медведя в дикую природу. Они тщательно обсудили все детали, гарантируя, что у медведя будут наилучшие шансы на нормальную жизнь. Началась подготовка к возвращению медведя, что стало отражением вновь обретенного уважения к существу, на которое они когда-то смотрели как на трофей. Возвращение в лес преобразило их. Когда-то они были охотниками, а теперь выступали в роли стражей, сопровождая медведя в его законный дом. С каждой милей они осознавали коллективную ответственность, клянясь исправить несправедливость. В выбранном месте они отпустили медведя и молча наблюдали, как он медленно углубляется в зелень. Это был трогательный момент, символизирующий красоту и жизнестойкость природы. Когда медведь исчез в лесу, это ознаменовало не только окончание их приключения, но и начало новой главы для Бена и его друзей, посвященной уважению и сосуществованию с миром природы. Изображение медведя, ставшее мишенью, останется символом почтения к ним. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история, не забудьте нажать на кнопку «Нравится», подписаться и нажать на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить еще одну невероятную историю, подобную этой.